Вы когда-нибудь задумывались, почему интерфейс современной операционной системы весит сотни мегабайт, а терминал всего несколько килобайт? Нас десятилетиями приучали к мысли, что компьютер – это телевизор, где все управление сводится к кликанью по ярким картинкам. Но за этим глянцевым фасадом скрывается огромная неповоротливая надстройка, которая пожирает ресурсы вашего железа еще до того, как вы начали работать. Сегодня мы снимем маску страха с терминала Linux. Мы разберемся, почему черное окно с бегущими строками – это не анахронизм из прошлого, а самый честный и быстрый инструмент инженера. Давайте сразу отсеем лишнее. Linux – это инструмент, а не религия. И я не буду вам его навязывать. Он не для вас, если вы работаете в нише профессионального софта. Если ваш доход напрямую зависит от конкретных инструментов, которые существуют только в Windows или Mac. Будь то пакеты Adobe или специфический инженерный софт, не мучайте себя. Работа через костыли и эмуляторы отнимает время и снижает стабильность техпроцесса. Если от этого зависит ваш хлеб, оставайтесь на проверенном инструменте. То же самое касается геймеров. Да, Valve сделала чудо, запустив тысячи игр через Proton. Но если ваша жизнь – это онлайн-шутеры с агрессивными античитами, Windows пока остается вашей неизбежностью. Не нужно пытаться пробить стену там, где это нерационально. Но если вы не входите в группу тех, кому Linux противопоказан, слушайте дальше. Linux – вторая жизнь вашего железа. Если ваш ноутбук на базе старого процессора задыхается Windows, это не значит, что он плохой. Это значит, что его заставили тянуть лишний балласт из фоновых служб и телеметрии. В Linux вы этот балласт сбрасываете. Здесь 256 мегабайт памяти – это не приговор, а полноценное рабочее пространство. Linux готов работать на вас даже без установки прямо с флешки, позволяя протестировать все оборудование в реальном времени. Попробуйте проделать такое же с современными версиями Windows, которые на сегодняшний день практически невозможно даже активировать без интернета и привязки к облачному аккаунту. Ваше железо буквально не заведется, пока вы не доложите об этом корпорации. В Linux вам не нужно спрашивать о разрешении у сервера на другом конце планеты, чтобы создать локального пользователя. И тем более вам не нужно мириться с системой, которая в режиме реального времени собирает телеметрию о каждом вашем клике. В Linux вы защищены не магией, а самой архитектурой, где компьютер работает на вас, а не шпионит в пользу корпорации. Но главное – это контроль. Представьте станок на производстве, который сам решает начинать профилактику или сменить прошивку прямо во время вашей работы. Звучит абсурдно, но именно так ведет себя Windows с ее принудительными обновлениями. В Linux ни один байт не сдвинется без вашей прямой команды. Вы снова становитесь хозяином машины, а не ее обслуживающим персоналом. Главный миф – нужно учить тысячи команд. На деле для 90% задач достаточно знать 5-10 инструкций. Это как шахматы, фигур мало, но комбинаций бесконечно много. Боитесь ошибиться? В терминале всегда есть история действий и справка man. Боитесь сложности? Установка браузера sudo apt install Firefox – одна строка. Это быстрее, чем искать сайт, скачивать установщик и 5 раз подтверждать лицензионные соглашения. Терминал – это не сложность, это кратчайший путь из точки А в точку Б. Безопасность в Linux – это не магия, а статистика и архитектура. Для этой системы пишется в разы меньше вирусов, потому что хакеру выгоднее атаковать миллионы одинаковых копий Windows. Ваша защита здесь – это ваша непохожесть на общую массу. Плюс открытый код. Любую уязвимость сообщество латает быстрее, чем это сделает любой корпоративный отдел. Это не невидимый щит, это рациональная архитектура. Сравним наглядно. Чтобы посмотреть нагрузку в графическом интерфейсе, вы открываете диспетчер задач, который сам ест 5-10% ресурсов процессора. В терминале вы запускаете HTOP. Он весит копейки и дает хирургическую точность. Вы видите все, от загрузки ядер до путей запуска каждого процесса. Это и есть рациональность. Тратить мощность на работу, а не на анимацию окон. Linux и терминал – это выбор тех, кто хочет понимать, что происходит под капотом.
В мире, где все превращается в сервис с подпиской, Linux остается территорией личного владения. Здесь вы сами решаете, когда ваше железо действительно устарело, а не ждете приговор от маркетингового отдела. Если вам все еще страшно, не сносите основную систему. Просто возьмите старый ноутбук, который пылится в шкафу, и попробуйте поставить Linux на него. Вы увидите, как железо, которое вы считали дровами, вдруг начинает летать. Пора брать управление в свои руки. Откройте терминал и просто попробуйте. Вы увидите, что за черным окном скрывается не сложность, а свобода и легкость. Это был ID90. Будьте рациональны. До встречи в терминале.